Anne. Sözüne güvenmediğim anne demek istedim herhalde. Ambulans! Ne olur bir şey söyle. Hiçbir şey söylemiyor. Bizi geçiştirip duruyor. Neyi var? Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Наконец, Ханем больше не сможет сдерживать обиду, разочарование и гнев, которые она подавляла годами. Разрушения, которые Халиль причинил жизни Мелек, Сумру и ему самому, пройдут перед его глазами одно за другим. Этот человек, который разрушил ее семью, перевернул жизнь Мелек с ног на голову, заставил Сумру годами жить в страхе и уничтожил ее собственную гордость, не поверит, что она обретет покой, пока его не устранят. Когда он выйдет из дома с пистолетом в руке и его руки будут дрожать, единственное, о чем он подумает, этот человек не должен больше жить. В этой сцене глаза наконец-то Ханем будут затуманены, но ее решимость будет непоколебима. Пока он молча отправляется в путь, огонь, горящий в его сердце, несмотря на темную ночь, будет огнем мести. В этот самый момент Сумру Ханем, чье сердце смягчилось от искреннего, полного сожаления и любви послания от Харики, поймет, что ее матери нет дома, и забеспокоится. Когда он увидит, как его мать выходит из дома с пистолетом в руке, он на мгновение заколеблется, но потом решит последовать за ней. Потому что он не сможет смириться с тем, что в конце концов Ханем пойдет по такому пути. Хотя госпожа Сумру выросла как мать, теперь ей предстоит оказаться в положении дочери, пытающейся защитить свою мать от катастрофы. Когда она станет свидетельницей того, как ее мать, за которой она тайно следила, встретится лицом к лицу с Халилом, у нее перехватит дыхание. Наконец, когда Ханем поднимет пистолет и нацелится на Халиля, время остановится. В этот самый момент он прыгнет и выхватит пистолет из рук матери. Твои руки не могут быть причастны к такому греху, мать. Он вернет свою мать к жизни, сказав, однако саркастические, снисходительные и оскорбительные слова, исходящие из уст Халиля, накопленные из прошлого в настоящее время, высвободят бурю, которую Сумру Ханем держала внутри себя долгие годы. Его глаза наполнятся слезами, он запыхается и внезапно выстрелит из пистолета, который держит дрожащими руками. В тот момент, когда Халиль рухнет на землю от боли, из глаз Сумру Ханем польются слезы. Он поймет, что натворил, но будет слишком поздно. Он примет решение немедленно пойти в полицию и сдаться, держа в руке еще теплый пистолет. Он подробно расскажет обо всем, что ему довелось пережить в полицейском участке. Эта грань между ее совестью и подчинением государству изменит характер Сумру Ханем. На основании заявления Сумру Ханем полиция заберет ее и финал Ханем на место происшествия. Однако ни тела Халиля, ни следов крови на месте преступления обнаружено не было. Хотя эта ситуация вызывает подозрения у полиции, госпожа Сумру будет освобождена, поскольку нет никаких доказательств. Однако на самом деле Халиль с трудом выползет оттуда из-за полученной им раны в плечо и бросится в свое последнее убежище рядом с Хикметом. Когда Хикмет увидит Халила, всего в крови, он сначала запаникует, но затем, инстинктивно чувствуя себя хозяином, отведет его в дом и перевяжет рану. Но в глазах Халиля все равно будет лукавство. Несмотря на то, что он знает, что Хикмет и так находится в затруднительном положении, он планирует забрать его деньги и сбежать. Тем временем внутренний голос Халиля подскажет ему, что он не может больше оставаться в этом городе, но что ему следует хотя бы раздобыть немного денег, прежде чем сбежать. Узнав, что Сумру отпустили из полицейского участка, Мелек одновременно испытает облегчение и испытает сильный эмоциональный срыв. Она сообщит об этом Джихану и пойдет с ним к его матери и бабушке. Объятия Мелек с Джиханом и ее слова «пусть этот кошмар закончится сейчас» выявят ее внутреннюю усталость. В конце концов, Ханем очень рассердится на Сумру. «Я пытался это сделать, но как твоя рука оказалась в огне», скажет. Сумру объяснит, что она сделала это, чтобы защитить свою мать. «Я не могла позволить женщине твоего возраста гнить в тюрьме», скажет она.
В этой сцене мать и дочь обнимают друг друга, плача. Вся тяжесть события ляжет на их плечи, но в конечном итоге они вместе преодолеют этот кризис. С другой стороны, в особняк Хикмета придут сотрудники правоохранительных органов. Пока будут описываться ценности в доме и проводиться процедура изъятия, у Хикмета случится сильный нервный срыв. В это время Халиль будет рядом с ней и сделает вид, что поддерживает ее. Но на самом деле его взгляд по-прежнему будет прикован к деньгам в сейфе. Он придумает игру, чтобы обманом заставить Кенан взять некоторые ценные вещи и передать их офицерам во время ареста. Затем вместе с Халилем они составят новый план, как получить чек от компании. Халиль скажет романтические слова, чтобы сблизиться с Кенан, проявить к ней интерес и вернуть ее доверие. Какое-то время Кенан поверит этим словам и попытается сделать то, что хочет Халиль. В этот самый момент у Беньямина возникнут финансовые трудности из-за дорогих украшений, которые он купил для Тюркан. Когда он захочет снять деньги с их общего банковского счета, он поймет, что денег там нет, и это вызовет большую ссору между ним и Кенан. Сначала Кенан будет молчать, но потом начнет оправдываться, например, «Я использовала это для ассоциации» или «Я сделала инвестицию». Однако по мере эскалации инцидента игры Халиля также будут раскрыты. Кенан, которая понимает, что деньги достались Халилю, не сможет смириться с предательством и тем, что с ней обращаются как с дураком. С другой стороны, Харика будет подвергать сомнению свое собственное поведение из-за страха потерять любовь, которую она испытывает к Назыму. Ей теперь будет трудно терпеть его ее избалованное и высокомерное отношение. Чтобы вернуть Назыма, он поговорит с Исатом и скажет: «Нам нужно измениться». Он признает, что Мелек и Ной на самом деле не являются их врагами, но что настоящим врагом является их собственное эго. Несмотря на то, что Исат думает так же, как Харика, ему придется молчать из-за угроз своей тети Хикмет. В конце концов Исат пойдет к Джихану и все расскажет. Он признается, что Хикмет угрожал ему, и поэтому ему пришлось совершить некоторые плохие поступки. Они будут работать вместе с Джиханом, чтобы устроить ловушку для Хикмета. Эта честность хоть немного смягчит гнев Эсмы по отношению к Исату. Когда Нух узнает, что его мать застрелила Халиля, он сразу же побежит к ней. Однако госпожа Сумру будет строга к Нух из-за стресса, который она испытывает. В этот момент Ною станет плохо, и он упадет на землю. Мелек, Джихан, Тахсин Бей и, наконец, Ханым немедленно прибегут к нему и вызовут скорую помощь. Пока в больнице пытаются понять всю серьезность ситуации, Севилай не выдерживает всего давления и объясняет Сумру и Мелек, что у Нуха опухоль мозга. Сумру и Мелек будут опустошены, когда услышат эти слова. Это будет похоже на то, как если бы им на голову вылили кипяток. Они немедленно свяжутся с врачами и потребуют проведения всех необходимых процедур. Госпожа Сумру скажет: «Я сделаю все необходимое». Ангел скажет: «Давай забудем все, мама, пока Ною не станет лучше». Эти любящие объятия придадут Ною сил. Их любовь станет лучшим лекарством в борьбе с болезнью. Еще одним событием, которое омрачит счастье Мелек и Джихана, станет Перихан, которая появится из прошлого Джихана. Целью Перихан будет не начать бизнес с Джиханом, а вернуть его. Мелек, находящаяся на последних месяцах беременности, сильно пострадает от этой ситуации. Однако четкая позиция Джихан, вмешательство взрослых и неспособность Перихан достичь своей цели предотвратят эскалацию кризиса. Перихан придется уйти так же тихо, как и пришла. После всех этих событий члены семьи усвоят важные уроки о себе, друг о друге и о жизни. Каждый из них станет сильнее после пережитой травмы. Благодаря любви, солидарности и преданности они воссоединятся и продолжат свою жизнь с того места, где остановились. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.